24 февраля 1989 года авиалайнер Boeing 747-100 авиакомпании United Airlines выполнял плановый межконтинентальный рейс 811 по маршруту Лос-Анджелес, Гонолулу, Окленд, Сидней. На борту лайнера находились 355 человек. Рейс 811 вылетел из Гонолулу в Окленд в 1 час 52 минуты. Во время набора высоты экипаж решил обойти грозовой фронт. Предвидя турбулентность, командир не стал выключать табло «Застегните ремни», что впоследствии спасло жизни многих пассажиров. Примерно в 2 часа 8 минут на высоте 7000 метров в салоне бизнес-класса послышался металлический скрежет, а затем громкий стук. А спустя 1,5 секунды передняя дверь грузового отсека оторвалась от самолета, образовав огромную дыру в фюзеляже. Внезапный перепад давления привел к отрыву 11 кресел, которые выбросило из лайнера в образовавшуюся дыру, что привело к гибели 9 пассажиров. Взрывная волна, вырвавшая дверь грузового отсека, уничтожила аварийную систему подачи кислорода для пассажиров и экипажа, которая была расположена в районе грузовой двери. Экипаж приступил к экстренному снижению и выполнил разворот самолета на 180 градусов для возврата в Гонолулу. Дверь грузового отсека и другие предметы, вылетавшие из самолета, повредили правое крыло вместе с 3-м и 4-м двигателями, что вызвало в них пожар. Экипаж был вынужден отключить сначала 3-й, а затем и 4-й двигатели и продолжать лететь на 2 оставшихся левых двигателях. Для достижения приемлемой посадочной массы был произведен сброс авиатоплива. В 2 часа 34 минуты рейс 811 совершил аварийную посадку в аэропорту Гонолулу. Из-за полученных повреждений во время посадки закрылки и предкрылки не смогли выйти полностью, что вынудило экипаж поддерживать повышенную посадочную скорость 370 км в час. Тем не менее, пилоты сумели остановить самолет до конца взлетной полосы. После посадки все пассажиры были эвакуированы менее чем за 45 секунд. Каждый из бортпроводников получил ранения различной степени тяжести. Расследованием причин происшествия с рейсом 811 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте США. Версии теракта или усталостных разрушений не нашли подтверждения. Было опубликовано 2 окончательных отчета расследования. Первый отчет был опубликован, когда поиски оторвавшейся двери грузового отсека не дали результата. Второй отчет был опубликован, когда в результате повторных поисков оторвавшейся двери все-таки была обнаружена в океане на глубине 4300 метров, поднята и отправлена на изучение. В обоих отчетах основное внимание было сосредоточено на двери грузового отсека и на причинах, по которым она могла оторваться. Все остальные повреждения крыла и двигателей объяснялись попаданием в них оторвавшейся двери и фрагментов обшивки. Повреждения салона и гибели 9 пассажиров тоже были следствием отрыва двери и последовавшей взрывной декомпрессии. В запирании двери участвуют следующие механизмы. Механизм подъема переводит дверь из открытого положения в почти закрытое. Механизм прижатия плотно притягивает почти закрытую дверь к раме, переведя ее в прижатое положение. Механизм запирания фиксирует дверь в прижатом положении, и механизм блокировки механически блокирует механизм запирания в закрытом положении, предотвращая случайное открытие. Первые 3 механизма могут приводиться в действие как автоматическими электроприводами, управляемыми одним переключателем, так и вручную. Последний механизм блокировки устанавливается только вручную при помощи рычага, расположенного снаружи на двери самолета. При перемещении рычага блокировки в положении «заблокировано» отключается питание электроприводов, остальных механизмов двери, и на пульте бортинженера гаснет табло, предупреждающее о неправильном положении данной двери.
До осмотра двери на момент подготовки первого окончательного отчета комиссия NTSB полагала, что наиболее вероятной причиной происшествия стало повреждение механизма блокировки в процессе технического обслуживания, заключающееся в том, что дверь могла выглядеть полностью закрытой, но на самом деле не быть при этом заблокированной. Но после изучения поднятой двери оказалось, что первоначальное заключение было неверным. На поднятой двери механизм блокировки действительно находился в положении заблокировано, а механизм запирания находился в положении почти открыто. Но характер повреждений механизма блокировки указывал на то, что эти повреждения были получены в результате приведения в действие механизма отпирания, когда дверь находилась в заблокированном положении. Подобная ситуация уже возникала ранее, 10 марта 1987 года. У Боинга 747 авиакомпании Pan American возникли проблемы с герметизацией салона, и расследование того инцидента показало, что лепестки механизма блокировки были повреждены при попытке вручную открыть механизм запирания, когда он находился в заблокированном состоянии. Затем тестирование электрических цепей в схеме автоматического управления дверью выявило, что концевой выключатель, отвечающий за отключение электроприводов при блокировке двери, залип в замкнутом положении, в то время как остальные аналогичные выключатели сохранили работоспособность после 18 месяцев перебывания на большой глубине. Но тем не менее, комиссия NTSB не смогла сделать однозначного вывода, был ли этот выключатель неисправен до происшествия. Также осмотр электропроводки двери выявил, что изоляция некоторых проводов была расплющена, вплоть до оголения тонконесущих жил. В числе поврежденных оказались и те провода, замыкание которых точно привело бы к включению электропривода механизма отпирания. Недостатки в конструкции грузовых дверей самолета были известны еще с 1970-х годов, когда произошли два подобных случая с авиалайнерами DC-10. Однако эти случаи не были серьезно приняты во внимание авиационной промышленностью. 13 июня 1991 года, после происшествия с рейсом 811 и до подготовки второго окончательного отчета, в аэропорту Нью-Йорка еще у одного Боинга 747 авиакомпании United Airlines произошло самопроизвольное включение механизма подъема двери из-за повреждения электропроводки. На основании этого следователи NTSB остановились на трех гипотезах. Либо дверь грузового отсека не была должным образом закрыта и заблокирована перед вылетом, либо после должного запирания и блокировки двери она была открыта при помощи ручного привода, либо после должного запирания двери произошло включение электропривода механизма отпирания, который повредил механизм блокировки и смог перевести механизм запирания в то почти открытое состояние, в котором его обнаружили. Первые две гипотезы были отвергнуты ввиду многочисленных свидетельств, что открывание и закрывание двери осуществлялось только при помощи автоматики, а не вручную. Последняя гипотеза допустима с оговоркой, что срабатывание электропривода отпирания произошло задолго до отрыва двери, так как после взлета срабатывает дополнительное защитное реле, которое отключает питание всей автоматики грузовых дверей, и оно было исправно. И на большой высоте детали механизма запирания оказываются настолько сильно прижаты друг к другу перепадом давления внутри и снаружи самолета, что электропривод в принципе не мог сдвинуть запор с места. В заключении говорится, что вероятной непосредственной причиной происшествия стало внезапное открывание передней двери грузового отсека и последующая вызванная декомпрессия. Внезапное открывание приписывается сбою в работе переключателя управления или в проводке, произошедшему до взлета. Сопутствующим фактором названы конструктивные недостатки механизма блокировки замка двери,
которые позволяют двери открыться после того, как она была должным образом закрыта и заблокирована. Также сопутствующим фактором названа несвоевременная реакция производителя самолета и сертифицирующего органа на данный конструктивный недостаток, который уже был выявлен чуть более чем за 2 года до происшествия. Кевин и Сьюзен Кэмпбелл, родители погибшего в происшествии пассажира Ли Кэмпбелла, провели частное расследование случившегося. Расследование Кэмпбеллов привело их к выводу, что в конструкции двери грузового отсека был испорчен замковый механизм. Национальный комитет по безопасности на транспорте выпустил рекомендации всем авиакомпаниям мира заменить все замки грузовых дверей на самолетах Boeing 747-100 на более прочные. Экипаж рейса 811 был награжден за героизм. Boeing 747-100 был успешно восстановлен и продолжил эксплуатироваться авиакомпанией United Airlines. 18 марта 1997 года был куплен гамбийской авиакомпанией Air Dabia, а уже в 2001 году был списан и разобран на металлолом.